Привет всем, кто зашел на мой канал. С вами Любовь. Сегодня я хочу рассказать о моем способе подготовки ткани к пошиву. Я думаю, все прекрасно знают, что перед раскроем для ткани нужно сделать декотировку. В первую очередь это касается тканей с большой усадкой. Но сегодня речь пойдет совершенно о другом. Я смотрю много видео по шитью и рукоделию, но ни у кого не встречала ничего подобного. Сейчас очень многие шьют сумочки, косметички своими руками и используют для этого хлопчатобумажную ткань. Таких тканей сейчас очень много, разных производителей, разного качества и расцветок. И они, конечно же, не предназначены для пошива сумок и косметичек, поэтому изделия из таких тканей имеют небольшой срок службы. В своем последнем видео по пошиву сумочки мессенджера для телефона я использовала хлопчатобумажную ткань в качестве отделочной. Ссылочку на это видео я вам оставлю вверху. Для увеличения срока службы ткань я пропитала акриловым лаком. Результат превзошел мои ожидания. От своих зрителей я получила много вопросов по этому поводу и решила снять отдельное видео. Пропитывала акриловым лаком я хлопчатобумажную ткань, но сегодня решила вместе с вами попробовать сделать то же самое с искусственным шелком. Такая ткань сейчас не востребована, и с ней тяжело работать, потому что она нестабильна. Я уверена, что у многих в шкафу можно найти запасы таких тканей. Для пробы я нарезала небольшие кусочки шелка разного качества. Еще хочу попробовать пропитать лаком готовое изделие. Это чехол для графического планшета. Шила я его недавно, и ткань на нем чистая и не затертая. Ссылку на это видео я вам оставлю. Кому интересно, можете посмотреть. Кстати, вместо резинок для крепления планшета я использовала классные держалки, которые будут долго служить. Для пропитки я использовала универсальный акриловый лак. Покупала я его в строительном магазине и покрывала им деревянные стены. Этот лак можно использовать для любых поверхностей. Вот я и решила попробовать пропитать им ткань. Предварительно все кусочки ткани я проглажу, чтобы убрать складки и заломы. Взяла пару файлов. Лак налила в небольшую пиалку, чтобы было удобно работать, и еще понадобится небольшой кусочек поролона. Лак наношу на ткань и равномерно распределяю. Для лучшего эффекта делаю это с обоих сторон. Подготавливать ткань можно в помещении. Лак изготовлен на водной основе и не имеет резкого запаха. Современная промышленность выпускает специальные средства для защиты тканей. Это пропитки на основе вторсодержащих веществ или силиконов. Чаще всего они представлены в виде спрея. Пользоваться ими просто. Достаточно распылить средство на лицевую сторону ткани. Но стоят такие средства недешево, и купить их можно не везде. Для просушки тканюшки я развесила на белевой веревке прямо на улице. Есть важный момент. Каждый кусочек нужно разместить отдельно. Время высыхания такого лака минут 40, но, конечно же, многое зависит от температуры окружающей среды. Ну вот мои образцы высохли. Ткань стала плотная, хорошо держит форму и даже слегка шуршит. Теперь следующий шаг. Ткани нужно проутюжить. Температура глажки должна соответствовать типу ткани. Я ставлю утюг на 2. Начну с хлопчатобумажной ткани. Ее я как раз и использовала для пошива сумочки. Все ткани гладятся хорошо, к утюгу не прилипают. При термообработке лак нагревается и более равномерно распределяется на ткани. Пока ткань теплая, она более податливая, мягкая. При остывании она становится стабильнее и хорошо держит форму. Шелковые ткани стали чем-то похожи на плащевку. У меня спрашивали, пропускает ли такая ткань воду. Давайте посмотрим. Для начала возьму шелк. Наливаю воду. Вода растекается и не впитывается. Жду какое-то время и сливаю воду. Изнанка у ткани сухая. Остатки влаги с лицевой стороны вытираю, и ткань становится совершенно сухая. Теперь хлопчатобумажная ткань. Наливаю воду, жду какое-то время и сливаю воду в чашку. На контрольной ткани следов воды не осталось, но если посмотреть на изнаночную сторону, то можно увидеть, что ткань от воды изменила цвет. На ощупь это незаметно, но визуально видно. Следующий вопрос. Можно ли стирать такую ткань и чем?
Белый кусочек ткани я потерла просто о землю. Получилось вот такое загрязнение. Беру мочалку, наношу каплю моющего средства, смачиваю водой и чищу ткань. Как вы видите, от загрязнения можно легко избавиться. Решила еще показать, как ткань ведет себя в процессе пошива. Машинку я не перестраивала. Ткань сложила в 2 слоя и второй шов в 3 слоя. Для сравнения хочу показать ткань с пропиткой и без нее. Посмотрим, как выглядит чехол для планшета. Он уже высох. Вот эта ткань пропиталась хорошо, а вот это не очень равномерно. Думаю, что подготавливать ткань все-таки лучше перед пошивом. Термообработку этого чехла я сделать не смогу, потому что под тканью находится изолон. Думаю, что просто нанесу еще 1 слой лака. Для себя я решила, что этот способ мне подходит, и я буду им пользоваться. Ткань, подготовленная таким способом, более стабильная, с ней легко работать, легко чиститься и служить, конечно же, будет намного дольше. Атмосферные осадки, пыль, грязь, ультрафиолетовые лучи, трение, стирка постепенно приведут к удалению защитного слоя. Но хочу заметить, что срок службы все равно значительно увеличится. На просторах интернета я не встречала такого способа защиты ткани, и поэтому решила им поделиться с вами. Если я ответила не на все ваши вопросы, напишите мне в комментариях, я постараюсь дать ответ. Подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые видео, в них я буду делиться с вами своими новыми идеями.